Привет, любители BTS! Возможно ли, что за непринужденным смехом и легкими шагами, запечатленными в простом видео, скрывается настолько глубокое эмоциональное послание, что оно способно заставить Чунгука замолчать, а армии по всему миру пролить слезы? Эта фраза была произнесена тихим тоном, почти шепотом, но ее влияние отозвалось далеко за пределами экранов мобильных телефонов и телевизоров. Кто бы мог подумать, что, казалось бы, обычный момент дневной пробежки друзей на самом деле окажется самым искренним эмоциональным откровением, когда-либо выраженным Ким Тэ-хёном в из BTS о смысле дружбы, потери и искренности, которую он плотно хранил. И когда Чунгук услышал это, его выражение лица сказало больше, чем 1000 слов. Что именно произошло между ними? Каков скрытый смысл этих маленьких шагов, сопровождаемых сумеречным бризом? Инцидент берет начало из недавнего документального видео, показывающего Тэ-хёна и его команду Вуга, группу близких друзей, состоящую из Пак Сэ-джуна, Чвэ-ушика, Пак Хён-шика и Пика Боя, бегущих по тихой улице на окраине Сеула. Сначала это выглядело как обычный день – смех, шутки и спортивный дух. Однако публика начинает замечать что-то другое, когда камера переключается на Тэ-хёна, который внезапно замедляет свой темп, смотрит в небо и произносит фразу, которая заставляет всех замереть. «Иногда я бегу недостаточно быстро, но для того, чтобы убедиться, что я никого не потеряю позади себя». Предложение простое, но оно потрясает сердце. Он говорил не только о беге, он говорил о жизни, о друзьях и о ком-то, кто так много значил для него. Для некоторых армий эта фраза сразу же напомнила об отношениях Тэ-хёна и Чунгука. Эти двое, как известно, имеют уникальную близость, окрашенную теплом, шутками и значимыми моментами с самого начала дебюта BTS. Однако со временем расстояние между ними могло стать предметом разговора. Многие фанаты чувствовали, что что-то меняется, будь то из-за индивидуальной занятости, сольных проектов или невидимой внутренней динамики. Поэтому, когда Тэ-хён произнес это предложение, возникли интерпретации. Является ли это формой подразумеваемого сообщения для Чунгука? Сожалением? Или это именно выражение привязанности, которое больше нельзя сказать напрямую? Источники, близкие к производству документального фильма, сообщили, что этот момент не был запланирован. Тэ-хён внезапно замолчал, затем произнес эти слова слезами на глазах. Пак Со-джун, который шел рядом с ним, похлопал его по плечу, как будто понимал, что чувствует его лучший друг. Чвэ-ушик даже посмотрел вниз, как будто сдерживая свои эмоции. Никто не смеялся, никто не прерывал разговор, атмосфера затихла. Камеры продолжали снимать, но съемочная группа призналась, что они также чувствовали что-то, что было трудно объяснить. Чистую честность, которая редко выходит в мир развлечений, полный имиджа. Когда трейлер был выпущен, интернет взорвался. Армии из разных стран начали интерпретировать смысл, стоящий за словами, связывая их с различными моментами прошлого BTS. Некоторые фанаты называли это открытым письмом в форме шага, символизацией эмоционального путешествия между Тэ-хёном и его коллегами, особенно Чунгуком. «Он не хочет никого оставлять позади, включая Чунгука», написал один фанат в посте, который получил 1000 ретвитов. Дело не только в беге, а в том, чтобы идти вместе, даже если направление жизни другое. Но самая удивительная реакция пришла от самого Чунгука. В прямом эфире, несколько дней после того, как видео стало вирусным, фанат спросил Чунгука, смотрел ли он документальный фильм Тэ-хёна. Его выражение лица мгновенно изменилось, его обычно яркая улыбка внезапно потускнела. Он медленно кивнул и сказал хриплым голосом: «Я смотрю, и я знаю, что он имеет в виду». Вскоре после этого Чунгук посмотрел в камеру слезящимися глазами и добавил: «Иногда нам действительно нужно на мгновение перестать бежать, чтобы понять, кто на самом деле бежал с нами в первую очередь». Эта фраза мгновенно лишила дара речи тысячи зрителей прямого эфира. Некоторые даже признались, что плакали. Отношения между Тэ-хёном и Чунгуком – это больше, чем просто товарищи по группе. Они выросли вместе, прошли через трудные времена, дебютировали с одной точки и столкнулись со стрессовым миром в очень молодом возрасте. На протяжении многих лет их близость стала символом сплоченности BTS. Две молодые души, которые поддерживают друг друга без слов. Однако мир развлечений не всегда дружелюбен по отношению к искренним друзьям. Плотные графики, общественные ожидания и чрезмерная интерпретация со стороны СМИ часто создают невидимую дистанцию, поэтому, когда Тэ-хён говорит о том, чтобы никого не потерять позади, как будто открывает давно закрытый лист. В последующем интервью Тэ-хён наконец объяснил смысл, стоящий за его словами. «Бег с командой Вуга заставил меня понять, насколько важно проводить время с людьми, которые по-настоящему понимают нас без объяснений. В этом мире мы часто чувствуем себя одинакими, даже в толпе, но когда я бегу с ними, я чувствую себя целым».
Он на мгновение остановился, затем добавил: «Я хочу, чтобы люди, которые бежали со мной на сцене или за кулисами, знали, что я никогда не забываю их, включая кого-то, кто, вероятно, бежит по своему собственному пути прямо сейчас». Эта фраза вновь вызывает большие спекуляции. Кто тот кто-то, на которого ссылается Тэхён? Немало убеждены, что это был Чунгук. Между тем, Пак Хён Шик в дополнительном интервью дал комментарии, которые усилили подозрения. «Я знаю, о ком он думал, когда говорил эти слова», — сказала она со слабой улыбкой. Тэхён немного говорит о своих чувствах, но когда это делает, это всегда искренне. И на этот раз я знал, что он говорил за кого-то, кто так много значил в его жизни. Комментарий сразу же стал предметом горячего обсуждения на международных фан-форумах. Многие сочли этот момент свидетельством эмоциональной зрелости Тэхёна, который теперь более открыто раскрывает свою нежную и вдумчивую сторону. В неделе, последовавшей за инцидентом, отношения между Тэхёном и Чунгуком, казалось, снова оттаяли. Распространена фотография, показывающая, как два встречаются в студии звукозаписи, смеются вместе, слушая новую песню, хотя не было официального подтверждения. Многие предположили, что двое работают над совместным музыкальным проектом. «Возможно, это и есть настоящая форма совместного бега», написал музыкальный журналист в корейском магазине. «Они не всегда должны бежать по одной и той же дорожке, но они все еще идут в одном направлении». Красота этой истории не только в тесных отношениях двух участников BTS, но и в глубоком размышлении о жизни и единении. В мире, который часто судит обо всем на основании достижений, популярности и чисел, Тэхён вместо этого решает говорить о самой простой вещи – сохранять темп с любимыми людьми. Он отвергает мнение, что успех означает бежать быстрее всех. Для него успех – это не оставлять никого ценного позади. Философия, которая кажется предупреждением молодым людям, которые продолжают гоняться за временем, работой и ожиданиями. Документальный фильм теперь одно из самых личных произведений в путешествии Тэхёна. Он не играет, не создает образ, а делится самой человеческой стороной себя. Камера подчеркивает его потное лицо, его тусклые, но значимые глаза, его шаги, которые иногда замедляются, как будто его тело следует за эмоциональным бременем, которое он несет. «Я бегу не для того, чтобы победить», — говорит он в конце видео. «Я бегу, чтобы не потерять свой путь». Он закрывает документальный фильм долгой тишиной, которая громче слов. И когда Чунгук наконец написал на платформе Weverse ту ночью, мир, казалось, остановился. «Я теперь понимаю», — написал он кратко. Без эмодзи, без дополнительного объяснения, только эта фраза, и весь мир знает, что она была адресована Тэхёну. В течение нескольких минут пост был затоплен сотнями тысяч комментариев от тронутых фанатов. «Они никогда не теряли друг друга», — написал один пользователь. «Они просто бегут с разной скоростью». Теперь отношения между ними кажутся крепче, чем когда-либо. Чунгук кратко упомянул имя Тэхёна в радиоинтервью в Японии, сказав, что много узнал о жизни от своего лучшего друга. «Тэхён научил меня наслаждаться каждым шагом, а не просто гнаться за финишной линией. Я иногда слишком много уделяю внимания результату, но он всегда напоминает мне, что процесс – это то, что делает нас людьми». Предложение подтверждает, что их дружба, несмотря на расстояние и занятость, все еще корнится в глубоком понимании. Для фанатов эта история не только о двух айдолах, разделяющих эмоциональный момент, а об искренности, о борьбе за сохранение отношений в посреди преслингивой мира, который продолжает требовать совершенства. Тэхён и Чунгук стали символами чего-то большего, чем музыка. Они отражение человеческой борьбы за то, чтобы оставаться искренними, даже когда свет мирового прожектора иногда слишком ослепляет. И команда Вуга со всем своим теплом и сплоченностью свидетельствует тому, что даже самым большим звездам нужно место, чтобы дышать, смеяться и бежать без какой-либо другой цели, кроме как быть вместе. Поскольку мир развлечений продолжает двигаться быстро, эта история напоминание о том, что иногда самые значимые шаги – это те, которые мы делаем медленно, с сердцем полным воспоминаний. И за всем блеском камеры может быть то, что Тэхён больше всего хочет передать, это всего лишь одна простая вещь. Не позволяйте никому оставить позади, потому что в конце концов жизнь – это не о том, кто придет первым, а о том, кто останется рядом с нами до финишной линии. И именно в этом может быть истинный смысл бега, который Тэхён раскрыл в тот день. Урок о дружбе, путешествии и тишине, которая говорит больше 1000 песен. Момент, который заставил Чунгука посмотреть вниз, слабо улыбнуться и тихо сказать: «Я все еще бегу с тобой, Тэ». Эта фраза «я все еще бегу с тобой, Тэ» стала раскатывающимся эхом среди тысяч сердец, которые это смотрели. Это сказано не на грандиозной сцене, не на концерте и не в тщательно составленной лирике. Оно пришло от сердца Чунгука спонтанно, честно и чисто. Армии по всему миру, казалось, затаили дыхание, когда услышали части трансляций, распространенных в социальных сетях. Его голос дрожал, но не просто от чистой грусти, а от чувства облегчения, которое долго сдерживалось. Как будто было что-то, что он всегда хотел передать, но только тогда он нашел пространство, чтобы это вышло. А Тэхён, когда он услышал это,
только немного улыбнулся. Ни долгих заявлений, ни разъяснений в СМИ, только одно слово в его истории в Инстаграм ту ночь. Всегда. Для фанатов, которые следили за их путешествием с самого начала, эти два слова несут такой глубокий смысл. Всегда — это не просто обещание оставаться вместе, а заявление о том, что вот что бы ни случилось, расстояние, время, разница, даже меняющийся мир не сотрут взаимного понимания, которое было заложено между ними. В такой быстрой и стрессовой индустрии, как кей-поп, такого рода отношения — это редкая вещь. Немногие способны выдержать бурю славы и ожиданий. Однако Тэхён и Чунгук доказали, что истинная дружба может длиться, даже когда все кажется неопределенным. Корейские СМИ затем начали рассматривать это явление с разных точек зрения. Ряд обозревателей назвали этот момент самым красивым эмоциональным примирением в истории BTS. Есть также те, кто считает, что это знаменует новую главу в эмоциональной зрелости обоих. Старший журналист из Dispatch написал в своей колонке: «Тэхён и Чонгук прошли через фазу жизни, где близость больше не проявляется через объятие или смех перед камерой, а через молчание взаимного понимания. Когда два человека понимают друг друга, не говоря многого, это вершина истинной близости». Эта история продолжает развиваться, принося большее влияние, чем кто-либо мог себе представить. Многие молодые фанаты писали на общественных платформах, что они учились у того, как Тэхён и Чунгук разрешили свои чувства без драмы, без публичной конфронтации, просто с честностью и смелостью признать то, что они действительно чувствовали. Они показывают, что подлинные отношения не всегда должны быть идеальными. Иногда просто признание того, что мы все еще заботимся, более чем достаточно, написал бразильский Арми на Reddit. Интересно, что после всей этой шумихи Тэхён начал проявлять более вдумчивую сторону себя в различных случаях. В одном из радиоинтервью в Сеуле, когда его спросили, осознавал ли он, что его заявление во время бега с Вуга Сквад потрясло мир, он только мягко рассмеялся. «Я не ожидал этого», — сказал он. «Я просто хотел быть честным с собой. Может быть, я слишком много бегал, не останавливаясь, чтобы оглядеться. Но в тот день я почувствовал спокойствие. И я знаю, что хотя мы редко видимся, есть кто-то, кто все еще бежит по своему собственному пути, и я горжусь им». Замечания, казалось бы, подтвердили, что отношения Тэхёна и Чонгука теперь уже не просто динамика между участниками группы, а символ полной человечности, что за сценой не все еще два человека, которые учатся понимать смысл потери, тоски и единения. Друзья с Вуга Сквад также поделились своим взглядом на этот момент. Пик-бой сказал, что с самого начала у Тэхёна была привычка глубоко осмысливать маленькие вещи. Он никогда не бегал просто для спорта, он бегал, чтобы думать. Каждый шаг всегда несет для него смысл. Пак Со Джун, который знает Тэхёна со времен съемок драмы «Хваран», даже сказал, что видел новую сторону Тэхёна в тот день. Он обычно веселый и полный энергии, но когда мы бежали, я чувствовал, что что-то меняется. Есть спокойствие, но также и тонкая грусть. Я думаю, он по кому-то скучает. Эта фраза ошеломила многих фанатов. Правда ли, что момент родился из тоски, которая еще не была передана? Некоторые обозреватели поп-культуры даже назвали момент совместного бега метафорой современной жизни. Профессор Ким Ин Сук из университета Джона написал в эссе, что слова Тэхёна отражают экзистенциальный кризис, который чувствуют многие молодые корейцы сегодня. Чувство изоляции, несмотря на жизнь посреди связанного мира. Фраза «я бегу не для того, чтобы добраться туда быстрее, а для того, чтобы никого не потерять позади себя» затрагивает универсальные темы солидарности, человеческих отношений и смысла единения в эпоху индивидуализма, написал он. Может быть, поэтому мир отреагировал так эмоционально? И действительно, глобальная реакция на этот момент была огромной. Армии по всему миру начали создавать благотворительные проекты на тему «Бежать вместе». Вдохновленные посланием Тэхёна, они провели совместные беговые мероприятия в разных странах, от Сеула до Сан-Паулу, как символ солидарности и дружбы. Например, в Джакарте сотни фанатов собрались на Car Free Day, надев футболки с надписью «Не оставляйте никого позади». На каждом шагу они несли простое послание о том, что любовь в любой форме должна заставлять нас ждать друг друга, а не покидать друг друга. Через несколько недель BTS опубликовали свою первую групповую фотографию после долгого отсутствия. На фотографии видно, как все участники широко улыбаются. Чонгук стала рядом с Тэхёном, их руки едва касались.
Ни длинных подписей, только эмодзи фиолетового сердца, их фирменный значок. Но для армии этого достаточно. Они знают, что все, что они хотят передать, представлено через их глаза и тишину, которая говорит. Однако эта история не останавливается на этом. На следующем сольном концерте Чунгук удивил фанатам спецотрывок из неизданной песни. Как только песня закончилась, Чунгук немного улыбнулся и сказал: «Тому, кто всегда бежал со мной». Еще раз мир затих. Армии знали, кого адресована песня. Камера запечатлела слезы, которые упали на щеки некоторых фанатов в первом ряду, и момент стал виральным за несколько минут. С тех пор отношения Тэхёна и Чунгука стали символом надежды для многих людей, об искренних франжерстве, о смелости признать чувства, о том, как простить себя. В посте на платформе Weverse Тэхён написал: «Бежать вместе не означает всегда в одном направлении. Иногда нам просто нужно быть уверенными, что человек, о котором мы заботимся, все еще на том же пути, даже если он не всегда виден». Фраза была воспринята СМИ как форма саморефлексии, знак, что он примирился с прошлым. Что делает эту историю такой трогательной, это не только красота слов или драма, но и честность, стоящая за ней. Тэхён и Чунгук показывают редко видимую сторону звезд их величины, подлинную человеческую узлимость. Они не боятся показать, что за мировым успехом они также чувствуют те же сомнения, потерю и тоску по дому, что мы все. Возможно, поэтому миллионы фанатов по всему миру так тронуты, потому что они видят себя в двух фигурах, бегущих вместе под сумеречным небом Сеула. Теперь каждый раз, когда кто-то пересматривает кадры документального фильма, момент, когда Тэхён замедляет и произносит эти слова, ощущается как вечный отрезок времени, не только для фанатов, но и для всех, кто когда-либо встречал потерянным кого-то, кто прежде шел с ним. Бежать вместе – это уже не просто лозунг, это стало философией жизни, напоминание о том, что истинная любовь не всегда означает бежать бок о бок, а гарантировать, что мы никогда не оставим друг друга. И, возможно, за спокойной улыбкой Тэхёна и теплым взглядом Чунгука теперь кроется более широкое масписание. Что жизненный путь – это не о том, кто придет первым, а о том, кто все еще решает бежать, хотя и темп разный. Мир может измениться, сцена может измениться, но есть вещи, которые никогда не исчезнут, как дружба, которая рождается от искренности, путешествует во времени и вечно в памяти. И, наконец, когда весь прожектор начал тускнеть и время возобновило свой обычный ход, осталось не какофония аплодисментов или взрыв трендовых тем, а скорее нежное эхо смысла, которое они оставили после себя. Тэхён со своим тихо произнесенным посланием честности и Чунгук со своей трогательной реакцией дали миру нечто большее, чем просто рассказ о двух айдолах. Они показывают, как реальные люди борются за понимание смысла и единения посреди расстояния и времени. В своем долгом путешествии, сверкающего света и тенистой тишины, эти двое обнаружили чистейшую форму любви. Безусловную любовь, любовь, которую выбирает продолжатель, та же, когда ветер меняет направление. В тот день, когда сумерки закрылись на небе Сеула и шаги на улицах медленно исчезли, мир, казалось бы, понял, что Тэхён имел в виду, не потеряв никого позади себя. Он говорил не только Чунгугу, не только команде Уга, но и каждой душе, которая когда-либо чувствовала себя оставленной в жизни. Это напоминание о том, что мы все, не осознавая этого, бежим, гоняясь за мечтой, временем или даже человеком. И посреди этой скорости иногда самое важное – это не то, насколько быстро мы бежим, а насколько глубоко мы заботимся, чтобы никого не оставить позади. Теперь каждый раз, когда упоминаются их имена, люди больше не только помнят двух больших звезд на сцене кей-поп, но и двух друзей, которые осмелились открыть раны и направить их в жизненные уроки. Чунгук, с искренностью, которая растет со временем, и Тэхён с мудростью, которая исходит из тишины, создали историю, которая будет в вине прямой рекорд эстафеты от дистанции. Историю, которая нарушает границы фэндома, затрагивая сердце любого, кто никогда либо не заблудился и пытается найти свой путь опять. Для армии эта история будет жить не только в видеолирике или постах в социальных сетях, но и в том, как они смотрят на мир. В каждом их шаге, в каждой маленькой пробежке под вечерним небом всегда будет напоминание о послании Тэхёна. «Я бегу не для того, чтобы победить, а чтобы никого не потерять позади себя». И, возможно, не осознавая этого, мы все учимся тому же самому, что жизнь не всегда о скорости, а о лояльности продолжать оглядываться, убеждаясь, что люди, о которых мы заботимся, все еще идут с нами.